Дмитрий, Да, Люсь, привет. расскажи, ты говорил о двух понятиях, противоположных друг другу. Эгрегор и синергия, как два разных процесса, как две разных команды противоположных. Расскажи о них больше, что это такое вообще, почему так, почему два, почему не 10 разных типов. Что это значит? Ну, смотри, существует два типа взаимодействия между всеми частями Вселенной, неважно, люди, планеты, Солнце. Это центростремительные и центробежные силы. Центростремительные – это сила эгоизма, сила притяжения, когда я хочу забрать у тебя. Вот, дай руку. Вот я вот тяну к себе, соответственно, тебе это не нравится, да? Ты пытаешься тянуть к себе. Ну да. Вот получается такое перетягивание одеяла. И в итоге оно заканчивается тем, что либо я тебе руку оторву, либо ты от меня убежишь. Сотрудничества не будет. Но центростремительные силы хороши, когда что-то новое начинается, например, там новое солнце, новая жизнь, новая планета, или ребенок рождается. Ребенок для того, чтобы построить свою психику, впитывает окружающие элементы. Он говорит, дайте мне, дайте для меня. И у него девиз «Я мне мое, я мне мое, я мне мое». То есть он для своего строительства, созидания заводит на свою стройплощадку строительные материалы для построения себя, втягивает в себя. Он все забирает, ничего не дает. Затем постепенно он создался, и приходит время отдавать. И ребенок вырастает и заводит собственных детей, с которыми делится, ходит на работу, где он тоже что-то отдает, обзаводится друзьями, любимыми, любящими, которым что-то отдает. Он превращается из носителя центростремительных сил, носителя центробежных, из эгоиста в альтруиста. Такой естественный ход. Если бы все. Так должно быть. Да, такое бывает не всегда и редко бывает вообще. Так должно быть. Это естественный ход вещей. Так вот, соответственно, с этим есть два типа взаимодействия между людьми. Центростремительный, центробежный, то есть синергия и эгрегор. Эгрегор – это где люди противостоят друг другу, где каждый перетягивает одеяло на себя. А в итоге атмосфера такая, напряженненькая. То есть каждый ждет подвоха и удара в спину. Никому не доверяет. И, как показывает жизнь, опыт, практика, на это уходит подавляющее количество сил, времени, ресурсов. А то, что остается, уже тратится на работу, какое-то дело. Противоположностью ему является синергичное общество, где люди не ожидают удара в спину, где основа между ними – это высокая этика, высокие отношения, высокая любовь, где люди сражаются друг за друга, а не друг с другом. Мне понравилось, как Елена Рерих описала этот тип отношений. Она сказала, что в таком обществе девиз людей «Я есть брата своего хранитель». Я не осуждаю, я лишь осматриваю доспех собрата своего. Вот я есть брата своего хранителя, это такая основа синергичного общества. И раз люди не ожидают удара в спину, подвоха, они ожидают только дружеской помощи, они не сопротивляются друг другу, не тратят силы на какие-то войны, на какие-то подставы, распри, они не предъявляют претензий. И поэтому высвобождается куча сил и времени для того, чтобы тратить на созидательный труд, на что-то важное, нужное, на осуществление мечты, на то, чтобы жить достойно. И еще очень важный момент. Мало того, что они не тратят свои силы на это все нехорошее, а тратят только на хорошее. Космос смотрит на это и понимает, что когда люди смотрят в одну сторону, когда они объединены одной мечтой, между ними возникает такое мощное единство, что следующий этап – это резонанс. Между людьми возникает резонанс. Резонанс между людьми – это синергия. Это когда 1 плюс 1 равно 7. Умножение сил в 7 раз. То есть не 2, а 7. И вот эта дополнительная энергия дает космос. Где мы видим в природе синергию? Давно известно, что, например, солдатам нельзя по мостам ходить маршем. Потому что были случаи, когда шли солдаты, создавали мощный резонанс, мост рушился под ними, они падали вниз. Известны случаи, когда длина волны трамвая, едущего по рельсам на улице, совпадает с длиной волны дома, который там стоит,
Ведь все вибрирует. Мгм. Мы живем в волновой вселенной. И дом рушится от того, что трамвай рядышком прошел. То есть вдруг откуда-то появилась непонятная мощная сила, настолько мощная, что разрушила дом. Почему? Длина волны совпала. Еще, где мы сталкиваемся с явлением резонанса, лазерный луч. Ведь луч от маленькой 3-вольтовой батарейки, питаемой пальчиковой, 3-вольтовой лампочки, питаемой пальчиковой батарейкой, входит в кристалл, например, изумруда или рубина. Там встроена кристаллическая решетка. Лучи этой лампочки разбиваются о кристаллическую решетку, и на выходе мы видим много одинаковых лучей. Миллионы одинаковых лучей с одинаковой длиной волны. Они входят друг с другом в резонанс, и получается мощный луч, который прожигает стены. Мгм. Сейчас на предприятиях внедряют лазеры для резки металла. Мгм. Вот, режут уже не какими-то там дисками или еще чем-то, а лучом света. А в чем созидательная сила синергии? Вот про разрушение понятно, что все разрушает, а мы же не за Когда ты что-то разрушение. созидаешь, например, ты строишь компанию или строишь семью, неважно, то тебе всегда не хватает ресурсов. Мгм. Но вот молодая семья, ей нужен дом, ей нужна машина, мебель, бытовая техника, ей нужно воспитывать детей, значит, нужно, чтобы кто-то с ними сидел, это тоже ресурсы. Нужно путешествовать по миру, это тоже ресурсы. Это все огромные ресурсы. Молодой семье, которая только начала еще зарабатывать, еще не накопила ничего. Где ей взять этих ресурсов? Созидатель, когда начинаешь какую-то компанию, ты еще не начал зарабатывать, а трат у тебя миллион. Где взять эти ресурсы на то, чтобы потратить, чтобы она поднялась на ноги? Вот резонанс – это то, что мгновенно восполняет недостаток энергии. Когда ты тратишь 1+1, а на выходе получается не 2, и не 3, получается 7. Мгм. Это сразу больше ресурсов, больше. И каждую секунду происходит умножение сил. И в итоге ты строитель, у которого никогда не скудеет Мгм. поставка стройматериалов для его дома. И он может создать этот дом, следующий, он может построить город, следующий. Потому что, что бы ни происходило, у него всегда избыток ресурсов. Мгм. Это великое счастье для созидателя. Не созидатель не поймет, но кто много строил и кто постоянно утыкался в нехватку ресурсов, он прекрасно поймет, о чем я говорю. Мгм. Даже просто воспитать детей, дать им образование – это огромные ресурсы. Где их взять? Если вдруг кто-то откроет безлимитную кредитную линию и не будет требовать возвращения кредита, это же ведь счастье для родителей. Они так много смогут сделать для своих детей. А если нет? А если не хватает даже на жизнь? Я, когда вот в школе учился, я попал в то время, когда разрушался Советский Союз, когда ты приходишь в магазин, и там нет ничего. То есть вообще еды в магазинах не было. Я могу сказать, что в школу ходил в рваных штанах, потому что не было денег купить новое. Несколько месяцев. Но это все печально, ресурсов не хватает. Так вот, синергия – это то, что постоянно является источником ресурсов в твоей жизни. У тебя много энергии, много сил, много озарений, много идей. Ты магнит, ты притягиваешь людей, вокруг тебя много людей, много возможностей, много ресурсов, Мгм. счастья. Можно созидать. Мгм. То есть, если ресурса не хватает психологического, физического, морального, значит, ты находишься в эгрегоре? Но основная причина того, почему люди сходят с ума, почему живут в депрессиях, почему несчастны, это как раз-таки перетягивание одеяла на себя, когда ты, у всех уже попытался одеяло перетянуть, тебя все послали. И ты такой холодный, одинокий, несогретый в душе, в сердце, потому что никто тебе не дает, потому что ты никому не давал, потому что тебя научили тянуть одеяло на себя. Ты научился делать неплохо. Дальше-то что? Мгм. Вот и здесь возникает вопрос, а куда ушли все силы? И ты уже не перетягиваешь, у тебя даже своих сил уже нет. Почему? Потому что когда человек не включается в синергию, а, то он пребывает в эгрегориальном сказать, парадигме. Мгм. То есть во всем он тянет это дело на себя, и значит он является питательной средой для эгрегоров. Это Мгм. вообще отдельная большая тема. Мгм. Люди думают, что ну вот я не хочу быть частью команды, я буду сам по себе. Человек или часть команды, команды мечты, синергичной команды, или часть эгрегора, которая считает его питательным бульоном для себя. Мгм. То есть человек либо же стремительный, счастливый творец, либо же питательная среда. Одно из двух, третьего не бывает. Это знаешь, как в горах, ты либо вниз, либо вверх. Вот по горизонту не может быть. Ты Мгм. либо растешь, либо падаешь, или up or out. Мгм. Только так.
Не бывает просто такого среднего полета. Я не с теми, не с теми. Ничего подобного, человек. Ты или с теми, или с теми. Ты или созидатель, или разрушитель. Третьего не дано. Поэтому или ты в созидательных процессах, или в разрушительных, которые разрушают тебя самого. А что это за механизмы? Самый главный механизм на нашей планете – это эгрегор. Мгм. Это такие энергетические паразиты, которые живут в коллективах, где нет согласия, где люди не объединены, а значит не имеют иммунитета против этих паразитов. Что эти паразиты делают? Они внушают людям мысли разъединения. И когда люди постоянно находятся в противостоянии друг другу, испытывают недовольство, негативные эмоции, они порождают энергетику низшего качества. И вот эти паразиты – это энергетика низшего качества, страхом, злобой, завистью, переживаниями, депрессиями. Они ими кормятся. Это их еда, поэтому они влияют на наше сознание, чтобы мы эти излучения порождали. Мгм. А как не порождать, как принадлежать синергии? Как построить А, синергию? Знаешь, я тебе могу сказать, что человек делает хорошо только то, что он любит. Надо очень полюбить синергичное общество и очень не любить эгрегориальный тип отношений. И вот когда человек будет любить синергичную команду, он будет всегда искать возможность состоять в ней. И это будет естественным иммунитетом от тех энергетических паразитов, которые не смогут сквозь ауру счастья пробиться в человека и начать ему внушать дурные мысли. Или даже будут, если пробиваться и что-то попытаются внушить, он сразу поймет, что это чужеродное. Это ему не свойственно. Мгм. Знаешь, как мне вчера сын сказал? Говорит, пап, я очень четко отделяю, когда сыну 14 лет, Мгм. когда у меня возникает оценочное суждение, когда мне хочется кого-то судить, оценить, я понимаю, что это не мое, я никогда так не жил, а раз так, значит, это кто-то мне внушает, и я просто отбрыкиваю эти мысли как ненужные. Это не мое. И продолжаю дальше счастливо жить. Вот он научился в 14 лет такому иммунитету против страха, зависти, злобы, гнева. И я думаю, что его жизнь будет жизнью достойного человека, жизнью счастливого человека. М. Ну что Потому что нужно? он влюбился в синергичную команду, которая Мгм. меня окружает. Ради Мгм. нее он эти мысли отбрыкивает. Другие же люди считают, что все мысли, которые в голове, они мои. Вот меня, человека. Любая мысль моя, значит, надо холить или леять. Ничего подобного. А сознание людей, и не только людей, а всего, что нас окружает, это единый сообщающий сосуд. Здесь бродят разные мысли. Разные мысли приходят в голову. Если они в голову пришли, значит, они откуда-то ушли. Мгм. Из чьей дурной головы пришли дурные мысли? Зачем обязательно в себя их впускать? Мгм. Человек волен выбирать. Да, поэтому что любишь, то и выбираешь. Знаешь, как пчела везде видит цветы и благоухание, а муха во всем видит говно и помойки. Вот ты чьих будешь, человече? Если ты будешь синергичной командой, ты всегда будешь ее искать, и ты найдешь. Если же ты товарищ муха, ну как бы не надо печалиться и скулить, что кругом говно и помойки. Каждый выбирает то, на что учился. Вот в нашей школе мы учим как раз-таки выбирать и создавать синергичное общество и жить счастливо. Не тратить свои силы на то, чтобы кормить своими страхами, своим гневом, своей злобой низших материальных существ, которые ниже нас по эволюции. Они паразиты, как глисты. Зачем кормить глистов? Так и здесь. Зачем всю свою жизнь класть на то, чтобы быть питательной средой для паразитов, которые подбрасывают тебе омраченные состояния, ты ходишь в омрачении, порождаешь несчастье, и этим несчастьем они питаются. Зачем быть таким убогим существом? Вот я тоже, Понятно. да, меня можно назвать сектантом, наверное, в некотором смысле, потому что я не согласен быть вот питательным бульоном для придурков. Но это моя жизнь, и она счастлива. Хорошо к ней присоединиться, кто Welcome. хочет. Welcome, добро пожаловать. Но только кто может, потому что такая жизнь – это не просто достойная жизнь, это трудная жизнь. Нужно во многом себе отказывать. Например, нельзя злиться, нельзя осуждать, нельзя сеять распри и розни. Мгм. Просто нельзя, потому что это приводит к омрачениям, а следовательно, это убивает синергию. А зачем окружать себя людьми, которые убивают то, чем ты живешь? Незачем.